Приветствую всех на канале. Сегодня речь пойдет о том, как можно заработать в своей небольшой мастерской при наличии небольшого набора инструментов и изготовлении простейшего изделия. Конечно, речь пойдет не о вот таком. Это я увидел в интернете, особенно меня поразила цена. Мы будем делать более приземленное изделие. А именно, в вот таких рамках для картин. Это рамка для картины 30 на 40. Их с радостью берут фотоателье, фотостудии и различные сувенирные магазины. Сейчас покажу, как сделать такую рамку, а в конце произведем небольшой усредненный расчет. Выгодно ли этим заниматься? Приятного просмотра! Так, эта доска у нас 1,5 метра. Я ее высажал 40. Здесь примерно 130 миллиметров. Сейчас мы ее разрежем по 50. В общем, с запасом. И распилим по 30 миллиметров. Так, бруски я подготовил, откалибровал. У меня получилось 30 на 37. Теперь необходимо сделать выборку, куда будет помещаться сама картина. Если необходимо это стекло, выбирать я буду по 10 миллиметров. Делать я буду это на циркулярной пиле во избежание сколов. Сейчас будем формировать фасад. Это я буду делать на самодельном фрезерном столе вот такой фрезой. Ссылочку на стол оставлю в описании. Формировать профиль мы будем в несколько подходов, поэтому такие остановочки. Поднимаем фрезу еще повыше. Итак, размер картинки у нас 30 на 44. Один угол я уже запилил. Теперь меряем вот от этого края выборки. И запиливаем второй угол. Так как у нас пила будет идти с другой стороны, значит нам надо отметить здесь. Если будет с запасом, ничего страшного. Заготовки есть. Теперь боковые, верхняя и нижняя готовы. Это я делаю для примера. Если у вас большой объем, надо изготовить много рамок, то здесь одинаковых. То здесь можно установить опорный брусок и уже по нему, не боясь, запиливать столько, сколько нам необходимо. Соединять будем на вставной шип.
Чтобы нам правильно сделать паз, пропил, здесь будем пользоваться вот таким приспособлением. О нем уже есть ролик на канале, ссылочку оставлю в описании. Чтобы сделать сразу фрезы у меня нет, поэтому будем делать пилой и пользоваться вот такой вставочкой, вкладышем, чтобы не перестраивать линейку. Переходим к склейке. Для начала вклеим шип в одну сторону, а потом уже соберем все вместе. Наша рамка высохла. Сейчас надо срезать выступающий ус. Это мы также будем делать на циркулярке. Чтобы убрать выступающий шип, настроим сначала циркулярочку, чтобы она у нас работала. Вот этим краем. Для этого установим по наружному срезу пильного диска брусок. Даже по нему будем спиливать. Ну а мы возвращаемся практически к тому же, с чего начали. То есть к самодельному фрезерному столу. Фреза стоит та же. Сейчас будем фрезеровать обратную сторону. И немного скроем шипы. Вот наши рамки готовы. Осталась небольшая зашлифовка. Если где необходимо, немножечко шпаклевочки. На все это у меня ушло за вычетом сушки клея минут 25-30. Это с учетом того, что каждую рамку я делал отдельно. То есть под определенную картинку. Если поставить это дело на поток, то времени будет уходить гораздо меньше. Вот что у нас получилось. Приступаем к сборке. И еще одна такая рамка, но уже с другой картинкой, отправится моему соратнику и единомышленнику на YouTube канал Ворон М. Там Олег показывает, как он с самых азов осваивает столярное дело. Очень интересный канал, можно подчеркнуть для себя много интересностей и полезностей. Кстати, сейчас на канале он делает столярный верстак. Ссылочка на канал будет в описании к ролику и выскочит в конце. Так что обязательно посетите, не пожалеете. Ну теперь давайте посчитаем. Я брал доску 50 на 150 миллиметров для изготовления двух рамок
я брал отрезки с запасом 500 и 400 миллиметров. То есть у нас ушло доски отрезок в 900 миллиметров. При стандартной длине доски 6 метров. Опять же берем запасом 6000 миллиметров. Делим на 900 миллиметров. Берем запасом, получается 6. Я напомню, что здесь у нас получилось 2 рамки. То есть 6 умножаем на 2 равняется 12. 12 умножить. Опять же берем среднюю цену в 400 рублей. Получается 4800 рублей. При средней стоимости доски, более-менее нормальной, в моем регионе 500-550 рублей, отнимаем 550. На лак-морилку еще рублей 250. Итого чистый доход у нас выходит 4000 рублей. Вот и вся математика. Жду ваших оценок, отзывов в комментариях. Если понравился ролик, обязательно подписывайтесь на канал. Надеюсь, расскажу еще много интересного. Всем добра!